Ухо начинает болеть внезапно. Появляется шум, давление в ухе, иногда температура, а через пару дней человек уже почти ничего не слышит одним ухом. Многие думают, что отит появляется сам по себе, но воспаление уха никогда не возникает случайно. И некоторые причины люди создают себе сами. Всем привет, вы на канале Ночное дежурство. Сегодня поговорим, почему возникает отит. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новую полезную информацию о своем здоровье. Первая причина отита – это насморк. Кажется, что проблема в ухе, но чаще всего отит начинается совсем не там, а в носу. После простуды или насморка слизь и отек перекрывают слуховую трубу, канал между носоглоткой и ухом. Внутри уха начинает скапливаться жидкость. Человек чувствует давление, ухо как будто выключается, а потом появляется боль и воспаление. Поэтому многие люди замечают, сначала был насморк, а потом резко заложило и заболело ухо. Вторая причина – вода в ухе. Иногда отит начинается после купания, бассейна, душа, купания в море. Влага раздражает кожу слухового прохода, особенно если человек часто ковыряет ухо, чистит его палочками, травмирует кожу внутри уха. Из-за этого защитный барьер нарушается. Бактериям становится легче размножаться. Так развивается наружный отит, болезненное воспаление слухового прохода. Иногда боль становится настолько сильной, что человеку становится больно жевать, прикасаться к уху и даже лежать на больной стороне. Третья причина – ватные палочки. Многие люди уверены, что ватные палочки помогают чистить уши, но часто происходит наоборот. Палочка проталкивает серу глубже в ухо, травмирует кожу и создает микротрещины, нарушает естественную защиту уха. Иногда сера постепенно превращается в плотную пробку, и ухо закладывает. Слух снижается, а воспаление на этом фоне возникает намного легче. Поэтому слишком активная очистка ушей палочками иногда приносит больше вреда, чем пользы. Четвертая причина – ослабление организма после простуды. Многие люди переносят простуду на ногах, продолжают много работать, плохо спать и не дают организму восстановиться. Именно в этот момент инфекция может перейти в ухо. После ОРВИ иммунитет временно ослабевает, и бактерии, которые раньше спокойно находились в носоглотке, начинают активно размножаться. Поэтому отит часто проявляется не в первый день болезни, а уже после того, как человеку вроде бы стало лучше. Пятая причина – хронические проблемы носа. Очень часто причина отита скрывается в носу. Например, хронический насморк, гайморит, искривление носовой перегородки, аденоиды у детей. Из-за постоянного отека нарушается нормальная вентиляция уха. Слуховая труба начинает работать плохо. Внутри среднего уха создается давление. В этом случае человек чувствует заложенность в ухе. Многие годами лечат только ухо, хотя первопричина находится в носу. Почему отит может стать опасным? Некоторые люди считают отит чем-то несерьезным, которое пройдет само собой, но иногда внутри уха начинает скапливаться гной. Давление растет, боль усиливается, и слух снижается все сильнее. Также могут появиться температура, пульсирующая боль и шум в ухе, гнойные выделения из уха и головокружение. Именно поэтому затягивать с лечением воспаления уха опасно. Что же делать? Если ухо болит уже несколько дней, повышается температура, снижается слух, также появились выделения из уха, важно не откладывать и обратиться к лор-врачу. Особенно опасно бесконтрольно капать антибиотики, греть ухо, пытаться прочистить его самостоятельно. Подведем итог. Многие люди считают отит обычной простудой уха. Чаще всего все начинается с попадания воды в ухо, простуды или насморка, заканчивается сильной болью в ухе и снижением слуха. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше о своем здоровье. И, конечно, пишите комментарии, были ли у вас случаи отита. А также ставьте лайк, если вам понравилось это видео.